А вот и четвертая, завершающая часть этого соло-выживания. Наверное, можно было растянуть это еще на 2 отдельных эпизода, но мне уже не терпится приступить к самому интересному. Поэтому этот эпизод будет логическим завершением знакомства с базовым геймплеем. Как вишенка на торте, он будет подчеркивать все вышесказанное касаемо основных механик игры на проекте TFK Survival. Так что сейчас я вместе с вами окунусь в удивительный мир сталеварения и неистовой ковки чугуна. С момента созревания тропического леса прошел 1 игровой год. За это время я не заходил в игру, поскольку был занят в реале, но теперь я здесь, и пора начинать действовать. Весь дальнейший быт будет связан с еще более разнообразными предметами, инструментами и ресурсами, для которых нужно кучу места в сундуках. Да и бомжовничать под гивеями мне малость надоело, поэтому я решил наконец построить уютный домик. В доме я запланировал сделать удобное складское помещение с кучей сундуков, где все будет рассортировано по полочкам. Также в планах был чердак и подвал. На чердаке я сделаю спальню, и там же буду складывать лишнюю часть ресурсов, которые в избытке. Типа камня, пыли какой-нибудь, семян, чтобы основное, так сказать, оперативное хранилище не захламлялось. Подвал изначально планировался как небольшая мастерская с жерновами, бочками и прочим ремеслом, но в результате это переросло в полноценный производственный цех. В процессе обустройства дома появилась даже прихожая, где я складывал дрова и хранил в бочке резервный запас дождевой воды. И вот, дом был достроен, вещи рассортированы и перенесены внутрь. С постройкой дома занятие бытовухой превратилось в сплошное удовольствие. Все инструменты и ресурсы находятся под рукой, так что на их поиск тратится минимум времени. Теперь можно возвращаться к прогрессу и верным шагом начать движение в сторону стали. Сталь является апофеозом нашего металлического прогресса. Всего здесь существует 4 вида стали по возрастанию: обычная, черная, красная и синяя. Последние 2, красная и синяя, являются по сути совершенными сплавами, содержащими сталь и цветные драгоценные металлы. Нельзя сказать, что лучше, красная сталь или синяя. Каждая из них придает изделиям определенные свойства, полезные для отдельных случаев. Сама же обычная сталь – это железо, которое в доменной печи было переплавлено в чугун, который на наковальне был перекован в сталь. Культ совокупления с чугуном занимает в местной культуре особое место. Таким образом мы дошли до железа, для выплавки которого нужно очень много угля, а значит самое время строить огромный угольник и забивать его под завязку сейбой. Угольник я строил прямо рядом с тропическим лесом, чтобы далеко не бегать. Угольник получился чрезмерно вместительным. В него можно было загрузить 720 стопок бревен, и, если бы каждая из них принесла в среднем 6 единиц угля, то вышло бы примерно 4000 угля. Это примерно 130 стаков или 130 выплавленных криц по 480 единиц металла, или около 640 слитков железа. Но такое количество древесины собрать тут вряд ли получится. Тем не менее, заполнив даже половину этого угольника, потребность в угле на ближайшее время будет закрыта. И вот я пошел валить лес. Так, значит, 14 блоков осталось. Ну да, примерно столько, сколько я и рассчитывал. Будет забавно, если я где-то упустил 1 блок воздуха, и оно все просто выгорит. Да, надеюсь, этого не произойдет. Что ж, кульминационный момент. Получилось или нет? О да, кажется, все сработало штатно. Глубоко. Одна наша клеточка дает 20, потом по ширине 6. 6 же? Раз, два, три, 4, 5, 6. Да. Значит, по ширине
120 оно даст. И по глубине 1920 единиц угля здесь гарантировано. То есть здесь 2000 угля. Хватит, чтобы 62 раза переплавить крицу. 62 раза переплавленной крицы, 30 тысяч единиц металла. Или 300 слитков железа. Короче, я полностью это выкапывать не буду. Немного копну и поеду домой. Потому что нужна нормальная лопата. Раз, два, три. И... Ха, работает. Как миленький. Ну прям шикардос. Блин, нужен сундук под уголь. Вот так вот. Теперь сыродутный горн не простаивал ни минуты. В нем всегда кипела крица. Блин, такая погода на улице, что вообще выходить никуда не хочется. Надо, блин, идти искать графит. Тут холодно, мокро, ветер дует. Фу. А дома тепло и уютно. И камин. Что ж, долбанный дождь закончился, а красивое осеннее утро началось. Между делом я поискивал редчайшую руду – гарнирит. Почему редчайшую? Да потому что она появляется только в одном единственном виде породы – в габро. Без гарниерита, источника никеля, не получится сварить черную сталь, которая сама по себе есть основа основ. Я бы, наверное, сошел с ума в попытках найти гарнирит, если бы не 2 верхних слоя габра, прямо у меня под домом. Короче, не знаю где, но я сейчас слышал страшный звук, а это значит, что неподалеку находится помещение, где могут заспавниться монстры. Стало быть, пещера. Бля. Так, походу отмена. Ух. Не, ну нахер. Нахер. На самом деле, казалось бы, что может быть проще копать тупо вниз яму. Но это очень напряжно. Это настолько напряжно, что вот сидишь и думаешь, сейчас я сломаю тут блок, и все вокруг меня вместе со мной полетит в какую-нибудь дыру, на дне которой будет куча всяких тварей и лава. И все. И конец. Вот, пожалуй, единственный вариант как-то хоть немного подстраховаться, ну, на лайте, это копать вот таким образом. Наверное, самый такой параноидальный способ будет это вот копать подобным, но при этом, когда ты выкапываешь 3 блока вниз, ставить там какую-нибудь доску, на нее прыгать и уже потом копаться дальше вниз. Что я говорю, сейчас, короче, покажу. Короче, вот так вот берешь, копаешь 3 блока вниз, и вон там на дно ставишь доски. На них прыгаешь и копаешь еще вниз. Но это способ уже прям, когда ты точно знаешь, что под тобой полный трэш, но тебе прям кровь из носу, нужно прокопаться вниз и не умереть. Тогда это, в принципе, актуально. Ну ёб твою мать. Я не пойму, здесь вообще все, что ли, из пещер состоит? Ну вот, короче, смотрите, давайте по сейвовой технологии. Пофиг. Я просто уже хочу хоть раз до 64 докопаться. Если что, застроим ее нахрен. Но он уже где-то близко. Блять, сука, ну я хочу это посмотреть, где это произошло, блядь. Короче, я думаю, вы поняли, что произошло. Блять, ну это мем. Бесконтактный бой называется. Да, это жестко. Удивительно, конечно, но походу эта пещера была где-то сбоку. Потому что я уже явно ее прокопал насквозь. Не понял. Да ладно. Да ладно, бля. Я не верю. Так, 82 минус 16, 10, 72. Ай, математика. Так,
72 минус 6, 66. То есть он начинается на 66. Пиздец, охуеть. Он спавнится только в Габра. И нигде больше. Насколько он редкий. В принципе, можете сейчас, пока я до него копаю, посчитать вероятность его нахождения. Охренеть. Просто 10 пробуренных скважин из 10. Пробурив несколько глубоких скважин, я все же наткнулся на его след. Изрядно покопавшись, месторождение было найдено. Хоть и бедное, но это было не особо важно, и даже наоборот, довольно удобно. Ведь в сплаве его надо что-то около 10% от общей массы. Выкопать его я пока не мог, нужна стальная кирка. Поэтому эту затею пока отложим. Понятно. Справедливо. Ладно, оставляем его здесь и проваливаем нахрен. Идем искать графит. Следующая задача на пути к стали – это коксовый уголь. Под действием высоких температур без доступа кислорода в коксовых печах происходит коксование каменного угля. Коксовый уголь является эталонным топливом для доменной печи. И только он способен самостоятельно обеспечить необходимую температуру для переплавки железа в чугун, без использования кузнечных мехов. Коксовая печь строится из специальных блоков, которые крафтятся из огнеупорной глины и огнеупорных кирпичей. Короче, нужно было много огнеупорной глины. Огнеупорная глина – это смесь графита, каолинита и обычной глины. Такая глина, как и изделия из нее, используется там, где необходимо в течение долгого времени выдерживать огромные температуры. Например, из нее делается тигель, необходимый для создания сплавов. Если каолинит можно было найти практически в любой породе, что я уже сделал ранее, то с графитом дела обстояли сложнее. К счастью, недалеко от моего дома был остров из аспидного сланца, который как раз может быть носителем месторождений графита. Но даже при этом поиск оказался не из легких. Суровые погодные условия этому поспособствовали. Отсюда и начнем. Деревья красивые. Блять. Блять, еще одна, да что ж такое? Так. А, она размоталась. Блять. Не, все, с меня хватит. Чего, блять? В попытках найти следы залежи графита я буквально оббежал весь остров по кругу и наконец наткнулся на графит. Причем не на его следы, а буквально на саму породу. Он был у самой поверхности. Удивительная херня, и как она нахрен происходит. Ой, я не могу. Не, эта игра реально сводит с ума. Вот без шуток. Оставалось дело за малым. Обустроить рудник и забить этой находкой все карманы. Графит накопан, теперь я отправился за каолинитом. Ранее в поисках железа мне попадалось несколько его залежей, и я пришел к одной из них. Наверное, по расположению это была самая удобная из залежей, которые мне когда-либо попадались. Раскапывать ее было сплошным кайфом. Накопав каолинита примерно столько же, сколько и графита, я отправился домой. И теперь можно приступить к замесу огнеупорной глины. Для этого нужно перетереть графит и каолинит в порошок и смешать их с обыкновенной глиной.
Далее запекаем тигли в кузнечной печи и уже в готовых тиглях до корочки запекаем огнеупорные кирпичи. Крафтим блоки для коксовой печи, подготавливаем место в подвале и ставим саму печь. Готово. Теперь, собственно, нужен каменный уголь. Возле ближайшего озера был попугай, а возле попугая было поверхностное месторождение лигнита. Лигнит — это один из видов каменного угля. На протяжении всех раскопок этого лигнита где-то очень близко к поверхности мычал микрозомби. Этот малый и в ванильном майне является наибольшей угрозой среди всех мобов. Очень быстрый, больно кусает, и по нему хрен попадешь из-за маленького хитбокса. Пару стаков лигнита спустя я решил приостановиться и пойти заправить коксовую печь. Периодически, по мере накопления, я переплавлял всю крицу в слитки железа и частично перековывал их в листы, которые пойдут на крафт и обшивку доменной печи. Доменная печь – это большая структура, своего рода труба, и по своему функционалу похожая на сыродутный горн. Однако в плане взаимодействия она очень и очень от него отличается. Она нужна для процессов переплавки металлов, которым нужна очень высокая температура. Пока таких процессов всего два – это переплавка железа в чугун и переплавка платины в слитки. За наглядную схему отдельное спасибо ее создателям – Дошику и Маббеку. От жара кузнечной печи и расплавленного металла я уже изрядно перегрелся и, дабы проветриться, отправился на поиски еще парочки необходимых металлов для создания сплавов стали – золота и серебра. С их редкостью дела обстояли лучше, чем с гарнierитом, но хуже, чем с остальными металлами. Поиски начались с серебра. Недалеко от места, где я выращивал тропический лес, как раз был гранит, в котором бывает серебро. Практически сразу я нашел его самородки на поверхности, но самой залежи найти так и не удалось. Надежда осталась на остров неподалеку, куда я и отправился. Прочесав остров опять же полностью, меня нехило так покусали местные шакалы. Но и само месторождение серебра я нашел, хоть и не с первой попытки. Дальше по классике. Опоры, раскопки, и вот я уже под завязку набитый серебром, не заходя домой, лечу на поиски золота. Мне показалось, что найти его будет проще, ведь оно появляется в очень разнообразных породах. Однако, все-таки оказалось, что показалось. Это был какой-то безумный хард, потому что месторождение либо не находилось вовсе, либо было бедным, либо там через месторождение была пещера, набитая зомбями. Но в результате нормальное месторождение я нашел и немного прифигел с его плотности. Накопав золото, по дороге домой заехал за богатой самородной медью, ведь медь также участвует в создании сплавов стали. Но после золота копать ее было как-то тяжеловато, поэтому долго я там не задержался и поехал домой. Дома я разгрузился, отдохнул и все-таки поехал копать медь. На примете была богатая залежь тетраэтрида, которая обнаружилась во время поисков графита. Уже на месте я разрыл яму и принялся буквально выковыривать тетраэтрид из пустой породы. По какой-то причине месторождения меди имели очень низкую плотность, руда была расположена очень разрозненно. От этого добыча была довольно нудной и медленной, но делать нечего, нужна медь. По примерным подсчетам накопанного должно было хватить. Возвращаюсь домой. Уже возле дома пополняю запасы лигнита, поскольку тот, что я накопал в первый раз, уже был переработан в коксовый уголь. Кроме лигнита накопалось фалерита, который пригодится для сплава латуни. Таким образом, постепенно я собрал все необходимые виды металлов. Настало время финальных приготовлений. Моя идея была следующей. В Excel были рассчитаны такие пропорции сплавов, чтобы результирующее количество сплава было кратно слиткам. Иначе говоря, делилось на 100 без остатка. Это нужно для того, чтобы нигде по сосудам, тиглям и прочим емкостям не размазывались хвосты из металлов, которые потом хрен куда денешь. Теперь надо подготовить сплавы для создания цветной, в моем случае, красной стали. Это были черная бронза, в которую пошла старая наковальня из меди, розовое золото и латунь. Внезапно закончился древесный уголь. Я по-быстрому метнулся в угольник, где его оставалось довольно приличное количество. Дальше нужно было доделать доменную печь. Для этого я наштопал 60 железных листов, взял огнеупорные кирпичи и собрал все это воедино. Из двойного железного листа выковал фурму, необходимую для извлечения расплавленного чугуна из домны. Сверху закидываем что-нибудь железное, в моем случае крицу, вместе с флюсом. Флюс добавляется в пропорции 1 к 1.
Следом закидываем около 12 кусочков коксового угля. По своему опыту скажу, что этого количества угля достаточно, чтобы хватило жара переплавить и отлить 20 слитков чугуна. Поджигаем печь и ждем. Через некоторое время железо расплавится и превратится в чугун. Расплавленный чугун будет выливаться в тигель, который устанавливается под доменной печью. Как только весь расплавленный металл выльется из печи, его можно разливать по слиткам. Делать это надо быстро, иначе печь остынет, а чугун затвердеет. Этот процесс можно автоматизировать с помощью воронок. А теперь самое интересное – совокупление с чугуном. Если ваше прозвище «самая быстрая рука на Диком Западе», то вы можете успеть перековать весь чугун в сталь по ходу его отливки из тигля под доменной печью, пока чугун не остыл. Для наглядности я просто разлил его по формам и дал ему остыть, и уже потом, с помощью кузни, оптом перековал в стальные слитки. Часть этих слитков я сразу сварил в двойные, из которых слепил стальную наковальню. И наконец, вот он, переход в стальной век. Первая кирка из стали. Побочным продуктом процесса коксования является криозот. Из него можно делать пропитанные доски, которые являются востребованным компонентом в промышленности. А пока мне нужна была пропитанная палка для кирки, которую я и скрафтил. Далее было принято решение расширить производственные мощности и скрафтить второй сыродутный горн. В этом мне помогла старая наковальня из висмутовой бронзы, которую я переплавил в листы. Мне по-прежнему нужно было очень много железа, и я отправился его подфармливать на месторождение магнетита. Казалось бы, зачем еще железо? А затем, что мне предстояло пройти еще 2 этапа наковален. Из черной стали и только потом из красной стали. Для каждого последующего тира стали нужен предыдущий, и так по цепочке. Отсюда потребность в железе. Кроме железа, я наконец выкопал гарнирит, ведь в руках уже красовалась стальная кирка, способная на это. Теперь работа закипела. Сталь полилась рекой, от стука молотка об наковальню звон стоял на всю округу, что уши закладывало. Последовательность была такой. Из стали, черной бронзы и никеля варим сырую сталь. Сырую сталь свариваем слитком чугуна, предварительно разогретым в тигле. Получившийся слиток черной высокоуглеродистой стали отбиваем на наковальне до слитка черной стали. Повторяем это несколько раз. Делаем двойные слитки, и наковальня из черной стали готова. Дальше в расход пошла железная наковальня. Ее я переделал в двойные слитки и вместе с крицей закинул в доменную печь. Всего получилось 3000 единиц чугуна или 30 слитков. Часть чугуна оставляем как есть, другую перековываем в сталь. Варим сырую сталь, свариваем с чугуном, отбиваем на наковальне, получаем черную сталь. Наконец в тигель закидываем все необходимые металлы и сплавы для красной стали. Отливаем слиток сырой красной стали. Варим еще больше черной стали. Разогреваем черную сталь и сырую красную сталь, свариваем их вместе, получаем высокоуглеродистую красную сталь. Отбиваем ее на наковальне и получаем слиток красной стали. Свариваем красную сталь в двойные слитки, крафтим наковальню. Наконец, выковываем набор инструментов из красной стали. И вот, друзья, можно сказать, это финал. Достаточно длинный и довольно тяжелый путь к цветной стали был пройден. Красная сталь – это совершенство среди инструментальных сплавов. Вместе с вами, друзья, кто досмотрел до этого момента, мы добрались до этой вершины. И что же дальше? А дальше давайте познакомимся с моим основным аккаунтом, который прибыл на летучем голландце, чтобы пригласить отправиться вместе с ним в славный и недостроенный город Айнкрат. Чтобы продолжить свой путь, я вынужден оставить это место и этот дом. Мне было тяжело это сделать, ведь не говоря о том, что в дом была вложена частичка моей души, я уже просто привык к этому клочку земли. К лесу с гивеями, к извилистой и живописной речушке, к рассветам и закатам. Местная природа, изобилие рудных залежей, разнообразие флоры и фауны – все это помогало мне двигаться вперед. Собрав все свои пожитки, я в последний раз окинул взглядом дом и отправился в долгий путь. Дорога заняла почти 3 дня хода по морю, и наконец я с моим основным аккаунтом прибыл в город Айнкрат, мэром которого являюсь и по сей день.
На этом история соло-выживания заканчивается, и вместе с этим начинается другой, более тернистый и увлекательный путь. Нам предстоит вместе познать основы градостроительства, наций и взаимоотношений между ними. Будут ли это выгодные торговые отношения, массовые рейды, кровопролитные войны или союзнические объединения в покорении промышленного и технологического прогресса? История покажет, а выбор останется только за нами. Я благодарен всем, кто прошел этот путь соло-выживания вместе со мной. Мы будем творить историю на этом офигенном проекте. Не переключайтесь.